провинции Компот, рядом с Кэпом, находится несколько ферм, где выращивают знаменитый компотский перец. И я отправился на одну из них, чтобы показать вам, как этот перец выращивается. Вот такая входная группа, скажем так, у этой фермы. No have? Никого нет на этой ферме, а я хотел посмотреть, как выращивается компотский пеппер. Блин. Нету, да? No have? Уехали, говорит. Ладно, поедем на другую. Hello. Where is organic farm I can find? Pepper. Здесь везде по округе все закрыто, никого нет. Конечно, они, безусловно, эти фермы были, может быть, все-таки для туристов в какой-то степени, на туристов рассчитаны. Может быть, сейчас просто они туристов не принимают, а может быть, просто этим перцем торгуют. И все. Но я вот смотрите, вот подъехал сюда. Мы были здесь 5 лет назад. Здесь вот ферма большая. Но здесь закрыто и никого нет. На ферме это точно было. Hello! Hello! Видите, никого. Никого нет. Что делать? Что делать? Что делать? Вот он, это почва красная, из-за чего славится сам по себе этот перец, который тут произрастает. Из-за того, что здесь вот эта красная почва богата специфическим минералом. Так, ладно, я попробую поехать еще куда-нибудь съездить. Попробую поискать. Тут еще интернет перестал работать, но у меня карта есть закачанная. Попробую посмотреть. Пока так. Так, вот видите, здесь вот тоже какая-то ферма. Тут кругом везде одни фермы. А сам перец-то он вот он. Может, здесь сейчас будет открыто. Вот так растет перец. Вот он, тут они так ухаживают. Такая релаксовая обстановка. Коровушки. Так, здесь открыто, по-моему. Так, открыто, но никого нет. Так, дети есть, уже хорошо. А может быть, я и на этой ферме и был. Ну, тут, конечно, все для туристов, много чего сделано. Ага. А вот и перец сам продается. Он есть белый, красный. Ну, хоть перца купим эксклюзивного. Никого нет. Кто-то говорит, слышу. Hello. 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 Итак, друзья, я познакомился с владельцем фермы. Он из Германии. И он рассказал, что, конечно же, у них начались большие проблемы 2 года назад из-за ковида. Потому что не стали приезжать туристы. И все-таки основной доход их был от того, что сюда приезжали туристы и покупали этот органический перец. Также цена на перец снизилась. Эта ферма у него собственности с 2013 года.
он ведет бизнес здесь. А вообще в Камбодже он с 1990 года. И в 90-х годах он работал в Министерстве сельского хозяйства как приглашенный специалист. Он приехал по контракту на 4 года, но потом обрел хорошую репутацию и остался работать здесь, в Камбодже. И как он мне сказал, что он один из тех людей, которых привез больших белых коров в Камбоджу. У него даже было прозвище «человек, который привез белых коров». Итак, камбоджский перец. Он рассказал мне, что сорт перца выращиваемый и производимый в провинции Кампот и в провинции Кэп. С 2010 года это сертифицированный продукт географического указания. Процесс выращивания данного вида перца впервые был описан в 8 веке, в анкорскую эпоху, когда китайский дипломат Джоу Дагуань посетил этот район. Современное интенсивное производство было начато при французском колониальном правлении в 1870-х годах. Тогда французы, когда были здесь, они просто попробовали этот перец, и он произвел на них просто полный фурор. И они стали заниматься его интенсивным производством. В начале 20 века в Камбодже ежегодно собирали около 8 тонн камбоджского перца. В период гражданской войны производство сильно пострадало. Производство камбоджского перца медленно набирало обороты в 2000-х годах, когда прежние фермеры постепенно возвращались на свои земли. По состоянию на июль 2015 года в 6 районах южной провинции Кампот есть перцовые фермы, в то время как зарубежный рынок специй состоит в основном из Европы, Соединенных Штатов, Японии, Кореи и Тайваня. В 2020 году общий объем производства камбоджского перца составил около 80 тонн. Камбоджский перец органически выращивается и продается в зеленых, черных, белых, красных сортах. Все это из одного растения. Лучший для рыбы. Белый. Красный вообще супер. We have then 3 types of pepper. The black one is the most common. Абсолютно не используют никаких химических веществ и для защиты, и для роста. Вот здесь он, допустим, мне рассказывает о том, что они брали специальных насекомых и приносили на листья перца, чтобы они уничтожали других насекомых-вредителей. А брали их там на других деревьях. Вот сейчас вот он мне на карте показывает тот район, где непосредственно выращивают именно камбоджский перец, именно географически, потому что географически здесь находятся вот эти минералы, которые и делают этот перец таким знаменитым и вкусным и необычным, потому что это перец только здесь такой. Он сделал здесь. Короче, нагревает чайник. Представляете, какой улавливатель. 400 градусов. Jackfruit. They get much bigger, about so much, but they are so heavy. Once they grow, we have to support the tree, otherwise. Также он показал кусты перца, рассказал, как он растет, как они потом его сушат, ну и немного о процессе его изготовления. Также у него на ферме есть небольшие бунгало, достаточно простые, но многие туристы, которые раньше приезжали сюда, останавливались у них, жили какое-то время, обедали, ужинали, завтракали, ну, проводили время на ферме. Такой интересный экотуризм. А это дерево всеми известного дуриана. Ну, про дуриан он мне сказал, что достаточно сложное дерево и очень сложно его сам по себе выращивать. Несколько деревьев у них погибло. Поэтому вот вы спрашиваете, почему такой дорогой фрукт? Ну, потому что достаточно сложно с ним все. А здесь он мне показал склад своей продукции.
Он достаточно небольшой, но в нем присутствует перец, и я купил у него пару пачек. Мой вкус, друзья, это самый вкусный перец, который я когда-либо пробовал. Поэтому я вам рекомендую, если вы захотите его найти, он продается, кстати, в разных странах, в частности, в России точно есть, так что обязательно попробуйте и купите его. Thank you very much for your visit and for getting the information about us to other people. Thank you so much. Thank you. Друзья, надеюсь, было вам интересно посмотреть про кампотский перец. Я поехал дальше. Всем удачи. Комментарии оставляйте. Пожелания. Пока.